Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кому вы очень нужны? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива пишите телефон под видео. Вот почему-то сразу хочется сказать, что в вашей жизни была ситуация «спасите, помогите», караул, да? Опять же, это абсолютно не смешно, я сейчас абсолютно без шуток говорю, но здесь реально, здесь была ситуация, когда вы, знаете, на какой-то период потеряли сами себя, потеряли смысл жизни, потеряли какой-то стимул, мотивацию, да? Это связано было с женщиной, которую вы кружили до такой степени, что, казалось, готовы были звезду с неба достать, горы свернуть и сделать что-то невозможное. Но женщины вот как-то у вас по жизни, знаете, попадаются довольно жесткие, то ли это корыстные, да, у кого-то это одна женщина, у кого-то несколько вот было браков, либо отношений по жизни. Вот как-то вот попадаются такие все королевишны, ну с коронами. Ребят, напишите в комментариях, давайте сделаем очередной наш такой маленький соцопрос. Вот напишите, у вас по жизни вот чаще королевы попадаются женщины, либо же такие простенькие, обычные. Вот напишите, интересно почитать. Я вам скажу, что вот, знаете, своей такой добротой, своей любовью вы избаловали своих женщин. Это уже не один раз у нас выпадало даже в раскладах, да, кто меня смотрит регулярно. И я вам скажу в очередной раз, что вот своей любовью вы чересчур залюбливали, вы задаривали. Вы настолько растворялись в отношениях, что женщины вот по жизни просто начинают, ну реально вами пользоваться, ребят. Говорю как есть, без обид, абсолютно просто, знаете, вот как-то такое ощущение, что в ваших отношениях рулили женщины. Вот они настолько брали бразды правления в свои руки, настолько как-то вот управляли вами, да, манипулировали, а вы того даже не замечали. А кто замечал, все равно закрывали глаза, потому что, ну, я же ее люблю, ну, я же не могу, да, вот как она хочет, я буду делать, как она хочет, да. То есть благими намерениями вы сделали только хуже. Я всегда говорю, ребят, маленькое отступление, никогда в отношениях не растворяйтесь. Это на будущее. Как бы вы ни любили человека, должно быть и личное пространство, и личные хотелки. И нужно даже любимому человеку уметь сказать слово «нет». Нет, дорогая, я сегодня буду занят чем-то своим. Да, я тебя все так же люблю, но извини, я сегодня там, либо же там с друзьями сегодня мы часок посидим, либо еще что-то. Ну, я утрирую сейчас, понятно. Ну, то есть вы должны дать понять, что вы тоже живой человек со своими хотелками, желаниями, да, и с вас веревки вить не получится. Это ваша основная проблема. Я почему на этом остановилась? Потому что на будущее, чтобы вы сделали такие маленькие хотя бы работы над ошибками. Чтобы просто не повторялась ситуация уже в следующих отношениях. Знаете, вот почему-то мне сейчас идет информация, что вот как у вас по жизни вот с женщинами, да, вот почему-то мне сейчас личная жизнь очень такой поток идет. Вот как будто она такая вся принцесса лежит на диване распрекрасная, а вы там варите, парите, убираете, все делаете. Она такая вся звезда, а я пошла на маникюр, типа, да? Ну, в таком плане. Напишите, ребят, у кого это отыграется. Вы потрясающий папа, вы потрясающий муж, были, есть и будете, потому что другим вы точно не станете. Вы были настолько добытчиком, причем даже, знаете, вот почему-то у меня ощущение такое, что вы могли сами даже, может быть, ну, не докушать что-то, а лучший кусочек любимой, да, либо же там ребенку лучший кусочек. Вы такой человек, который изначально воспитан, да, возможно, это даже от ваших родителей пошло, что я все буду отдавать другим. Я живу для других. Вот есть такой момент, ребят. Это еще говорит и о низкой самооценке, это и воспитание. Но здесь целый букет намешан. Просто хочется, чтобы хотя бы в новых отношениях, ну, вы хоть немножко начали любить себя.
Вот хоть немножко, ребят. Вот пообещайте мне. Пишите в комментариях, обещаете мне, что будете любить себя или нет? Или это уже все безнадежно? Я вам скажу, что вы такой человек, вот именно ради любви вы и в дождь, и в снег, и в гололед помчитесь, да, только чтобы увидеть хотя бы 5 минут, там, хоть одним глазком любимого человека. Вот вы как раз из тех мужчин, о которых пишут в многих книжках, о которых снимают фильмы, да, что помчитесь и на край земли, только бы там хоть какой-то часок побыть вместе. Вы, возможно, даже любитель рыбалки. Но вот рыбалка это ваше все, но либо же не всегда у вас хватает времени, либо бывают такие косяки на рыбалке, что вы, ну, немножко другим занимаетесь, там, с друзьями, допустим, да, что, ну, рыбалка это такая отдушина. Вы порой не сколько вот рыбу ездите ловить, сколько вот с друзьями пообщаться, вот как-то душой отдохнуть, да, а рыба это уже такое второстепенное, плюс не всегда клюет, правда, ребят? Бывают такие моменты, что, ну, там чуть ли не без рыбы вы приезжаете, да, домой. Далее, что я вам хотела бы еще сказать, вот как-то ребячество у вас еще живо, несмотря на то, что вы уже взрослые мальчики все, да, уже с багажом таким, уже богатый жизненный опыт, но то, что живет у вас ребячество, это однозначно. Но об этом, конечно же, вы не всем говорите. Вы можете дурачиться только с самыми близкими людьми. Либо же это самые близкие друзья, либо же это любимая женщина, когда вы остаетесь вдвоем. Там вы можете и поприкалываться, и поподкалывать, да, по-доброму друг друга. То есть вот такой вот юный, наивный мальчик еще у вас живет в душе. Ну, в общем-то, не зря говорят, что все мы в душе дети, да, иногда хочется и подурачиться, и посмеяться, но просто не со всеми людьми мы позволяем, да, ну вот, казалось бы, вот, ну, есть среди вас двухметровые такие большие взрослые дяденьки, да, ну, не придете же вы на работу и не будете дурачиться, да, ну, как-то у виска покрутят сразу, да, скажут, что это с нашим начальником случилось. А так, в принципе, мальчишка у вас еще, знаете, вот могут быть даже какие-то мальчишеские такие шебутные такие черты характера. Ну, любите вы почудить что-то, но это бывает уже так редко у вас. Наверное, это будет скорее связано с вашими такими жизненными перипетиями. Чем чаще вы пребываете в таком грустном состоянии, да, из-за своих проблем, особенно проблем с женщинами, но все меньше хочется дурачиться, правда? Хотя вот если бы появилась такая женщина на вашем пути, с которой можно стать самим собой, вот именно как раз с тем, с кем вы можете быть самим собой, открыться, вот с тем вы и будете дурачиться. Давайте-ка теперь будем смотреть, кому же вы очень нужны. Ну, во-первых, смотрите, у кого-то проиграется, что, ну, сейчас, может быть, кто-то будет пить валидол, корвалол. У кого-то из вас проиграется, что вы все больше начинаете быть нужным бывшей. Почему? Да потому что она поняла, что без вас она не тянет, ну не вытягивает, да, вот такую вот жизнь. Она думала, что будет все совсем иначе. Она думала, все будет легко и просто, и она будет в шоколаде без вас. Не получается. Ни по финансам, ни с мужчинами. Да и вообще как-то, вот знаете, она только на расстоянии узнала, кем вы были в ее жизни. Вот она только сейчас поняла вашу ценность. Но это скорее будет касаться, наверное, ну не тех, кто там 10-20 лет назад разошелся, да, а так, плюс-минус, ну не так давно кто разошелся. Хотя я вам скажу, те, кто уже большой срок, да, вот прошел после разрыва, здесь тоже бывшая сожалеет. Вот, ребят, вот верите вы, не верите, но она сожалеет. Естественно, она об этом не будет говорить и показывать. Она сожалеет. Она сравнила вас с другими мужчинами, но уже все, после драки кулаками не машут. Она понимает, что назад дороги нет. Я вам скажу, что в вашем окружении есть женщина, которая вот как будто, знаете, как будто со стороны так наблюдает за вами. Но она такая, знаете, вот я бы ее скорее назвала тайная поклонница ваша.
Причем я вам скажу, что очень-очень редко, но как-то вы с ней пересекаетесь и общаетесь. Причем это такое общение, что вы друг о друге особо ничего не знаете. Ну так, это скорее дружеское, формальное такое общение. Причем вы не сближаетесь. Знаете почему? Потому что вы оба не знаете, как обстоят у вас дела на личном фронте. Плюс вы почему-то оба, опять-таки, вы оба считаете, что ну, такой человек не может быть свободным. Вы считаете, что эта женщина, ну, точно занята, да, либо же в отношениях, либо семья у нее. Точно так она считает, что вот такой мужчина, такого уровня, такого класса, да, но он никак не может быть свободным. Это женщина, которая моложе вас. Она веселая, она коммуникабельная, но опять-таки вот ваши пути дорожки, ну, не часто пересекаются, поэтому, может быть, вы так сильно не обращаете внимания. Для себя вы отметили, что она симпатичная. И опять-таки вы считаете, что она не свободна, поэтому, ну, сказать, что вы сильно обращаете внимание, нет. Но я даже вам, знаете, могу сказать, что она, наверное, даже больше вами интересуется, чем вы ею. Она будет даже через какое-то время разведывать. Там могут быть либо же общие знакомые, либо же там коллеги, но опять же, у кого как проиграется, она будет как-то разведывать, как-то, ну я не знаю, узнавать вот каким-то образом о вас, о вашей жизни. В первую очередь, конечно же, прощупать, какой у вас статус, есть ли у вас женщина, нету ли ее. А потом уже она будет более так активничать. Она не из тех женщин, которые в наглую будут это делать, но, знаете, вот какие-то женские такие штучки однозначно придумает. Она может пригласить просто в гости. Это может быть какой-то, знаете, такой подстроенный случай, да, все что угодно можно подстроить. То есть вы будете думать, что это вы случайно с ней там пересеклись, столкнулись где-то, да, может быть, вместе в автобусе едете, но это будет подстроено. Женщина, с которой вам будет легко общаться. Вот она возьмет как-то в оборот вас. Потому что вы ей очень нравитесь, причем нравитесь давно. Она свободная, вот что бы вы ни думали, но опять же вы пока можете этого не знать. Она свободная, она вам, конечно же, поведает об этом, но только после того, как прощупает ваш статус. И вот когда вы начнете сближаться, конечно же, по ее инициативе сначала, вот тогда, вот, ну, в один прекрасный день, да, вот в каком-то разговоре она вам поведает и о своей жизни, и о том, что она тоже свободна. И вот после этого, когда вы уже от нее услышите, узнаете, что она тоже свободна, никто вам не мешает, вы начнете брать быка за рога. Здесь уже вы будете проявляться как мужчина, потому что вы тоже почувствуете, что ну, вас тянет к ней. Она вам не только внешне симпатична, вам комфортно с ней общаться. Вы как будто вот на одной волне. Вы будете даже обсуждать вот какие-то жизненные моменты, ну, даже с вашей биографией, да, у вас будет много схожих каких-то вот точек соприкосновения, какие-то вот периоды в жизни у вас будут одинаковые. Но об этом вы, конечно, узнаете только после такого тщательного уже общения, более близкого. Я вам скажу, ребят, даже среди вас будут такие, кто начнет больше как-то заниматься спортом. Кто-то, может быть, даже впервые начнет заниматься спортом. Но это именно уже когда вы начнете сближаться с этой женщиной, когда вы поймете, что уже у вас намечаются новые отношения, ну, вам просто захочется быть в форме. Кто-то захочет похудеть, кто-то, может быть, сядет на диету, ну, а кто-то реально займется спортом, потому что вам все больше захочется ей нравиться, да, но это естественно, в общем-то. Женщина довольно интересная, с ней у вас жизнь будет, ну, вернее, даже сначала не жизнь, конечно, с ней будут такие довольно романтичные отношения, потому что вы оба романтики. И она любит какие-то, вот, знаете, маленькие такие романтические штучки. Ну и вы, в общем-то, мастер. Просто вы уже подзабыли, как давно вы это все делали, да, вот эти романтические какие-то прогулки, ужин при свечах и так далее.
Будут какие-то поездки даже, знаете, то ли это будет к родственникам, либо к близким друзьям. Причем вы вот понравитесь. Вот такая взаимная симпатия даже среди родственников, среди друзей будет. Но как-то вот у вас так оно все легко сложится, знаете, да не сразу. Да, вот как я говорила, сначала будете присматриваться, вот выведывать, разведывать друг о друге, но потом вот как по маслу. Красивая такая спокойная любовь вас ожидает. Это отношения, которые покажут вам, какая может быть любовь, какая может быть настоящая взаимная любовь. Потому что вы влюбитесь друг в друга, это 100%. Она уже даже больше так вами интересуется, я скажу, чем вы. Это отношения, которые могут привести и к браку, конечно же. Здесь будет ситуация, когда вы даже задумаетесь о совместном ребенке, но опять-таки вы будете делать сами свой выбор, да, потому что кому-то возраст не позволяет, кому-то финансы не позволяют. У каждого своя ситуация. Но то, что в вашем окружении есть женщина, которой вы уже очень нужны, но пока она так не открывается, прям явно, да, но ей снова-таки нужно все о вас узнать. И только потом она сделает какие-то шаги. Поэтому, ребят, все у вас будет отлично в личной жизни. Никогда не терпите такие токсичные, вредные отношения, да, вот те из вас, кто сейчас находится в таких. Я никогда не призываю жить ради детей, а живите просто вот ради счастья, да, ради того, чтобы жить и наслаждаться с любимым человеком. А вот эти все машины, квартиры, это все настолько второстепенное. Главное ведь то, что мы чувствуем, да, то, что ты испытываешь рядом с любимым человеком. И те из вас, кто все-таки рискнут закончить токсичные отношения, а я уверена, что будут такие, вот вы еще вспомните, да, и подумайте, как я мог жить с такой женщиной, да, в каком аду я жил. И поэтому я вам желаю поскорее встретить, вернее, сблизиться даже с такой вот женщиной, которая уже недалеко возле вас обитает, где-то в вашем окружении. Поскорей узнать, что такое настоящее счастье, а не мучиться и терпеть токсичные отношения. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!